Всем привет, дорогие друзья! В этом сборнике я собрала для вас 3 красивых и очень вкусных пасхальных рецепта. 2 варианта куличей краффинов, воздушных, слоистых и ароматных, и нежный пасхальный пирог. Такая выпечка станет настоящим украшением пасхального стола и порадует всю семью. Предлагаю вашему вниманию мой авторский рецепт кулича краффина, его улучшенную версию. И на мой взгляд, кулич краффин получается еще вкуснее, еще лучше. Красивый, высокий, влажный и сладкий. Для приготовления теста мне понадобится в теплом молоке разведу дрожжи. Всыпаю 1 столовую ложку сахара от общего количества и всыпаю дрожжи. Перемешиваю и оставляю на 5-7 минут. В миску разбиваю 2 яйца и 3 желтка. Всыпаю сахар и соль. Взбиваю миксером в пышную светлую массу. В другую миску просеиваю муку, но не всю. Буду добавлять ее постепенно. Вливаю подошедшие дрожжи. Вливаю яичную массу, натуральный апельсиновый сок. Добавляю цедру апельсина и лимона. И также мед. Замешиваю тесто. Добавляю всю оставшуюся муку. Вливаю растопленное сливочное масло. Хорошо вымешиваю. Тесто получается еще вязкое. Добавляю в него дополнительно муку. Забыла добавить экстракт ванили. Сейчас добавляю. Тесто получилось нежное, слегка липкое. Я дополнительно добавила 80 граммов муки. Вы также ориентируйтесь на консистенцию теста. И теперь буду вымешивать его на столе, чтобы оно стало гладким, эластичным, не прилипало ни к рукам, ни к столу. Примерно это займет 10-15 минут. Но, конечно, можно его вымесить и в тестомесе. Миску и руки смазываю маслом. Подбираю тесто и перекладываю в миску. Посмотрите, какое оно получилось. Нежное, живое. Закрываю пленкой и отправляю тесто на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Готовлю песочную крошку. В муку всыпаю сахар. Добавляю сливочное масло. Перетираю руками в крошку. И отправляю пока ее в холодильник. Заранее надо подготовить формы для куличей. У меня 4 формы, диаметр 12 см, высота 10 см. Но я ее еще нарастила пергаментной бумагой до высоты 15 см. Бумагу я не смазываю, она у меня хорошего качества. Тесто великолепно подошло. Достаю его из миски. Руки смазываю маслом. Делю тесто на 2 равные части, примерно по 665 граммов. Подкатываю в шар и оставлю отдохнуть на 5 минут. Стол присыпаю мукой и буду раскатывать тесто в тонкий пласт. Из каждого куска у меня будет 2 кулича. Тесто я раскатываю очень тонко, оно буквально просвечивается. Сверху смазываю сливочным маслом и присыпаю половиной песочной крошки. И теперь половина всех цукатов. Скручиваю в плотный рулет. И оставляю его отдохнуть, пока я буду формовать второй. Теперь формую куличи. Первый рулет разрезаю пополам вдоль острым ножом. И сворачиваю тесто вот таким образом, чтобы были видны разрезанные слои теста. Красиво укладываю вершину. Сформованные куличи аккуратно переношу в формы.
Тесто должно занимать не больше половины формы. Я сформировала все куличи и теперь отправляю их на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Конечно, для этого может понадобиться и больше времени, в зависимости от того, какая температура у вас в помещении. Тесто хорошо подошло, и куличи я отправляю выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 5-7 минут. Затем снижаю температуру до 180 градусов и выпекаю еще примерно 30-35 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Если надо, верх куличей можно прикрыть фольгой. Также хочу обратить ваше внимание, что дно форм я обернула фольгой, чтобы не подтекало масло. Куличи испеклись, они великолепные. Проверяю их готовность. Извлекаю их из форм. Куличи выкладываю бочком на полотенце и оставляю остывать. Периодически их переворачиваю. Для украшения куличей-краффинов не нужна глазурь. Я их присыпаю сахарной пудрой. Они получаются очень красивые и вкусные. Хочу поделиться с вами еще одним моим рецептом кулича-краффина на ароматном апельсиновом тесте с маком и цукатами. Кулич получается нежный, сладкий, тесто такое пышное и многослойное. В нем много цукатов. Вот такая красота получается в разрезе. Это просто великолепно. Кулич невероятно вкусный и красивый. И, безусловно, он станет главным украшением пасхального стола. Рекомендую его приготовить к светлому празднику Пасхи. Для приготовления теста мне понадобится в теплое молоко, температура примерно 38 градусов, добавляю 2 чайные ложки сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. И таким образом оставляю дрожжи постоять примерно 5-7 минут, чтобы у них выросла красивая шапочка. В сахар натру цедру одного апельсина. Таким образом цедра отдаст больше все свои ароматы. Снимаю с апельсина только верхнюю оранжевую часть. Перемешаю. И так немного цедру потру с сахаром. Посмотрите, сахар сразу начинает окрашиваться в желтый цвет. Это выходят эфирные масла. Сахар получается такой цитрусовый, с очень приятным насыщенным ароматом апельсина. И теперь выдавлю сок из апельсина. Всего мне понадобится 120 мл сока. Просеиваю в миску муку, но не всю, немного оставлю. Буду добавлять ее постепенно. Всыпаю в муку апельсиновый сахар. Добавляю соль. Перемешиваю. Вливаю подошедшие дрожжи. Добавляю апельсиновый сок, яйцо, растопленное сливочное масло и растительное. Начинаю замешивать тесто. Сначала я это буду делать лопаткой. Постепенно добавляю муку. Лопатку убираю. Дальше тесто буду замешивать руками, чтобы почувствовать его консистенцию. Я добавила всю муку. Я вижу, что тесто у меня еще получилось липковатым, поэтому дополнительно добавлю немного муки, примерно 25 граммов. И сейчас я перейду к замешиванию на столе. Хотя тесто еще получается липким, я больше сюда муку добавлять не буду. Буду просто его вымешивать, чтобы оно перестало приставать к рукам и к столу. Тесто я вымешиваю примерно минут 7. Посмотрите, оно отстает от стола, отстает от рук, хотя оно остается вот таким липковатым. Сейчас руки я смажу растительным маслом. И тесто слегка также. Подбираю его в шар. Посмотрите, какое оно получается. Очень нежное. Беру чистую миску
Слегка смазываю ее растительным маслом. Перекладываю тесто, закрываю пищевой пленкой и отправляю в теплое место на расстойку примерно на 1 час. Все, кто смотрит мои видео, знают, что обычно миску с тестом я ставлю в микроволновку, рядом ставлю стакан с горячей водой, и у меня получается такой теплый шкафчик. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. Я подготовила формы, в которых буду выпекать куличи-краффины. Это у меня одна вот такая большая форма, диаметр 15 сантиметров, высота 13. Дно и бока я выстелила пергаментной бумагой. Дно формы я закрыла фольгой, так как у меня форма разъемная. И чтобы потом во время выпечки не подтекало масло. И также у меня две небольшие формы, диаметр 12 сантиметров и высота также 13 сантиметров. Также сразу для слоения теста я подготовила кусочек сливочного масла, достала его заранее из холодильника, чтобы оно было мягким. Также я подготовила мак, он просто здесь промытый и обсушенный. И также я буду использовать сушеную клюкву и цукаты, это у меня сушеная папайя. Сейчас я все разрежу на небольшие кусочки. Предварительно цукаты я не замачиваю, они у меня такие достаточно мягкие. Если вы хотите, конечно, их можно замочить, но потом хорошо обсушить бумажными полотенцами. Можно замочить просто в воде, можно замочить в апельсиновом соке. Клюква у меня также немного крупная, поэтому я ее разрежу. Тесто у меня просто великолепно подошло. Достаю его из миски и разделю на две части. Каждый кусок у меня получается примерно по 595-600 граммов. Подкатываю в шар. Накрываю пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю отдохнувшее тесто. Сверху также подпыляю мукой и раскатываю его в тонкий прямоугольный пласт. Какое же оно получилось ароматное! Так приятно пахнет апельсиновая цедра. Если чувствуете, что тесто прилипает, слегка подпыляйте мукой. У меня получился вот такой прямоугольный пласт теста длиной 58 сантиметров и шириной 44 сантиметра. Тесто я раскатала довольно тонко, но без фанатизма. Я не хочу, чтобы оно у меня рвалось. Теперь я его смазываю мягким сливочным маслом. Наношу масло очень тонким равномерным слоем. Это легко сделать при помощи лопатки, либо можно просто сделать это руками. Теперь сверху на тесто я высыпаю мак. Также равномерным слоем. Я беру половину от всего мака. Благодаря маку будут очень хорошо видны слои теста. Ну и, конечно, будет дополнительно вкус. Теперь распределяю половину клюквы и половину цукатов. Если вы предварительно цукаты и клюкву будете замачивать, обязательно хорошо их обсушите. И теперь я все аккуратно сворачиваю в плотный рулет. В итоге у меня получился вот такой длинный рулет. Я его сразу перетаскиваю на доску и разрежу вдоль на две части. Аккуратно острым ножом разрезаю тесто вдоль. Я сначала буду формовать большой кулич. Нож можно слегка окунуть в муку. Вот такие красивые слои внутри получаются. Я немного не дорезаю до конца. И теперь я формую краффин. Начинаю подворачивать снизу. Сейчас я делаю дно моего кулича и потихонечку накручиваю наверх. Я стараюсь выкладывать слои таким образом, чтобы они были видны. Цукаты, которые вываливаются, возвращаю обратно. Вот таким образом подкручиваю и формую красивую середину. Вот этот хвостик я укладываю вниз и вот таким образом подворачиваю тесто. И теперь надо аккуратно все перенести в форму. Поправляю тесто, цукаты. Форма заполнена примерно на 1/3. Закрываю форму пленкой и оставляю
кулич на расстойке. Точно таким же образом раскатываю второй кусок теста, из которого я сделаю 2 небольших крафина. И точно так же пласт теста смазываю тонким слоем сливочного масла, присыпаю маком и распределяю цукаты. Скручиваю рулет. Разрезаю рулет вдоль, только теперь уже разрезаю до конца, так как я буду формовать 2 кулича из этого куска теста. И формую крафины. Сначала, как всегда, начинаю формовать дно и затем выкладываю вершину. И теперь аккуратно сформованные крафины переношу в форму. Закрываю сверху пленкой и отправляю тесто на расстойку в теплое место примерно на час-полтора. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза. У меня прошел примерно 1 час 15 минут. И большой кулич я отправляю выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку сначала на 10 минут, затем снижаю температуру духовки до 180 градусов и выпекаю примерно еще 50-55 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Если верх кулича начнет подпекаться, прикрою его фольгой. Большой кулич испекся. Обязательно проверяем готовность. Достаю его из формы, переставляю на решетку и оставляю остывать. Вот такой красавец получился. Выпекался он у меня 55 минут. Конечно, вы тоже ориентируйтесь по своей духовке. Он такой пышный, высокий, очень красивый. Вот так красиво запеклись слои теста. И мои небольшие по сравнению с первым куличи я также отправляю выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку сначала на 10 минут, затем снижаю температуру духовки до 180 градусов и пеку еще примерно 35-40 минут. Конечно, обязательно ориентируйтесь по своей духовке. И снова таки, если верх начнет подпекаться, прикрою их фольгой. Куличи я достала из духовки, проверяю готовность, они полностью пропеклись. Они такие нежные, просто воздушные. Переставляю на решетку и оставляю остывать. Такие красавчики. Вот такие они, очень нежные, пышные. Тесто великолепное. Конечно, куличи и крафины – настоящее украшение праздничного пасхального стола. И насколько же они вкусные. Уверена, все, кто пробовали рецепт этих куличей, остаются очень довольны и возвращаются к нему снова и снова. Готовлю красивый пасхальный пирог на творожном дрожжевом тесте. Он получается воздушным, влажным и очень вкусным, а эффектное оформление делает выпечку по-настоящему праздничной. Для приготовления теста мне понадобится в сахар добавляю цедру лимона и апельсина. В теплое молоко добавляю 2 чайные ложки ароматного сахара и дрожжи. Перемешиваю и оставляю на 5 минут. В миску выкладываю творог, добавляю желтки, яйцо, соль. Вливаю сливочное масло, добавляю экстракт ванили и всыпаю ароматный сахар. Вливаю подошедшие дрожжи, перемешиваю. Постепенно просеиваю муку. Замешиваю тесто сначала в миске, а затем на столе. Оставляю его на расстойке в теплом месте примерно на 1 час. Выпекать пирог я буду в форме диаметром 32 см. Выстелила ее пергаментной бумагой. Тесто обминаю и делю на 2 части. От одной отщипываю кусочек и раскатываю.
делаю дно пирога. Оставшийся кусок раскатываю в тонкий прямоугольный пласт. Смазываю половиной сливочного масла. Распределяю половину цукатов и скручиваю плотный рулет. Разрезаю его в длину. Переплетаю и соединяю в кольцо. Выкладываю в форму. Вторую часть теста делю на 5 частей. Раскатываю 4 из них в лепешки диаметром примерно 28 сантиметров. Смазываю маслом, присыпаю цукатами. Складываю друг на друга. Переношу лепешки на доску и разрезаю на 16 частей. И из каждой формирую такие листики, прорезав треугольник посередине. Все очень просто, а смотрится так красиво. Выкладываю сформированные листики в форму по кругу. Затем формирую середину пирога. Последний кусок теста делю пополам и раскатываю в лепешки. Смазываю сливочным маслом, накрываю второй лепешкой и разрезаю на 8 частей. Формирую лепестки и сердцевину. Выкладываю их в форму, формируя середину пирога. Оставляю пирог на расстойке примерно на 1 час. Вы только посмотрите, как хорошо подошло тесто. И теперь я его смазываю желтком с молоком и отправляю выпекаться при температуре 190 градусов сначала на 5 минут. Затем я снижаю температуру до 170 градусов и выпекаю еще примерно 45-50 минут. Включен верх и низ духовки. В горячую воду добавляю сахар и перемешиваю. Делаю сладкий сироп. Пирог я достала из духовки. Проверяю его готовность. Теперь достаю его из формы и смазываю сладким сиропом. Пирог получился очень красивый, пышный, воздушный. Он станет настоящим украшением праздничного пасхального стола. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Я уверена, он вам тоже понравится. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!